Хантенгри. Пик на границе Киргизии, Казахстана и Китая. В переводе с тюркского «Повелитель неба». Вторая по высоте вершина на территории бывшего СССР. Сезон восхождений лишь 1 месяц в году. Только в августе бывает подходящая погода. Команда. Игорь Мальцев. Профессиональный путешественник и идейный вдохновитель восхождений. Сергей Бондарчук. Врач экспедиции. Денис Хабаров. Фотограф и автор этого видео. Когда мне предложили место в экспедиции, я сразу согласился и лишь потом спросил, что мне нужно. По друзьям наскреб снаряжение, и вот мы с Сергеем уже в самолете. Нам повезло, и мы попали в бизнес-класс. К полуночи коньяк на борту закончился, и мы перешли на виски. На тот момент казалось, что бизнес-класс – это замечательно. Типа, не знаю, что рассказывать. Когда я впервые увидел и этого парня, Дениса, можно сказать, они были почти невменяемы. Потеря картинки, и все, очнулись уже в гостинице. И, может быть, где-то даже закрались сомнения в успехе нашего предприятия. Но оказалось все наоборот. Каково это быть альпинистом, расскажи. Большинство восходителей добираются до базового лагеря на вертолете. Мы с Сергеем не бывали еще в горах такой категории сложности. Чтобы проверить нашу подготовку, вертолетом забросили только еду и газ, а сами с рюкзаками по 30 кило отправились пешком по леднику. Был замечательный трекинг к базовому лагерю. Блять, не бери этот камень, вообще уйди из-под него, он живой. Спустя 5 дней и 55 километров трекинга по леднику мы добрались до базового лагеря. Через пару дней отдохнувшие отправились на восхождение. Продвинулись. Первый базовый лагерь. Слушайте, да? Сейчас. И через радио поговорить с Сашей. Это говорит Игорь из первого лагеря. Игорь, какие у вас планы? Вчера мы не пошли, потому что было тепло и валил снег. Ситуация какая наверху, у них там валит, лавина опасна. Понятно, потому что была утром информация от Тимы, что утром там лавина сошла. Это радует. А что на перемычке, ты знаешь? Нет, я не спрашивал у Тимы. Сейчас попробую спросить, если еще на связи. Южный мотористу. На второй день в первом лагере сошла огромная лавина. Ледовая крошка достигла нашей палатки. Риски, связанные с вопросом жизни и смерти. Действительно было такое, когда падают лавины справа, слева, и ты думаешь, какая же у тебя карма. Мы решили выходить ночью. Игорь, Сергей, я и поляк Паша. Через пару часов нас догнал опытный альпинист Виталий. В полной темноте мы сбились с тропы и блуждали по серапам до рассвета. Да, мышеловка — это то, что не хватало в жизни как раз. Мне кажется, да, пройти мышеловку. И чай, забацайте пока. Игорек только наворачивает, но это, говорит, только начало. С первым светом Игорь с Виталием нашли тропу, и мы двинулись дальше вверх. Это дорога на Ленина или на Победы? Не знаю. Хорошо. К полудню добрались до второго лагеря и поставили палатку. Вечером минут 10 пытались зажечь горелку, чтобы натопить воды. Зажигалки не работали. Оказалось, в палатке мало кислорода. Проветрили, и все получилось. Потом поднимаешься из второго в третий лагерь, там уже вообще сил никаких. А до вершины еще сколько? 1,5 километра. Лагерь 3 – это узкая полоска. Гребень между трещиной у скалы и склоном. Если срыть гребень, получится площадка шириной 3 метра. Было прохладненько, жили в пещере. На следующий день мы решили утеплиться и вырыли небольшую пещерку. Ночью температура снаружи упала до минус 15, а пещеру почти замело снегом. В третьем лагере мы провели несколько дней, акклиматизируясь и проводя небольшие выходы с набором высоты.
Отдохнув в пещере, поднялись в промежуточный лагерь 4, откуда и запланировали бросок к вершине. Поставили большую двухместную палатку. Сергей с Игорем пойдут вверх с легкой палаткой-одиночкой, чтобы заночевать под вершиной для акклиматизации. Я выхожу в 5 налегке и рассчитываю вернуться сюда же. В 2 часа я на вершине. Не ожидал, что доберусь так рано и что доберусь вообще. Несмотря на все усилия непогоды, которая преграждала нам путь к вершине, Денис, не люблю говорить покорил, все-таки сделал успешное восхождение. Для меня было большим сюрпризом оказаться на вершине. Для ребят Хантенгри был только разминкой перед восхождением на пик Победы. Хотели мы все-таки переночевать на вершине, но вышли попозже, застряли на высоте 6700. Началась серьезная непогода, снегопад. С 6700 нам пришлось спуститься. Сломался замок, палатка стояла под уклоном, и лежал я и думал, зачем все это надо. Это нормально, это хорошо, и думаю, что, наверное, не самое яркое. И весь спуск проходил в экстремальных условиях. Вещи, которые делать нельзя и которые мы делали постоянно на протяжении подъема, ночевок, спусков. Я бы сказал, что временами стоит рискнуть. Да, было такое. Я считаю, что это был успешный поход. Каждый получил то, что ему было нужно. Общая карма сработала, то есть остались живы. И теперь будем немножко отсыхать и готовиться к более серьезным испытаниям. Перемещаемся в базовый лагерь Победы в ближайшее время. Отдохнув пару дней в теплом базовом лагере Тяньшань Travel, мы вышли на пик Победы в полном составе. Из последних сил мы добрались до высоты 6800. Но приближалась непогода, и база сдернула с горы всех. На вторую попытку у нас уже не хватило ни сил, ни запасов еды. В том году на вершину Победы не зашел никто. Двое так и остались в горах навсегда. Поляк Артур, в первый раз оказавшийся в горах на Хане, и опытный альпинист Владимир на Победе. Горы берут свою дань, но и дают тоже очень многое. Ну так ты себе все это представлял, скажем. Захочется тебе еще повторить? После возвращения я продал все снаряжение и поклялся больше в горы никогда не ходить. Но горы зовут, и я собираю рюкзак снова и снова. Да, посмотрим, когда захочется еще почувствовать это ощущение. Но когда все хорошо заканчивается, то потом уже вспоминается, наверное, с хорошей стороны. Этап перелист, там, еще к нему возвращаться. Как только фотографии смотреть.